Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема сегодняшнего расклада – чем удивит декабрь? Давайте посмотрим, чтобы разобраться вообще, будут ли какие-то значимые события в декабре, будет ли ситуация, которая повлияет на вашу судьбу, или он пройдет тихо, спокойно, без каких-то потрясений, и вам просто нужно расслабиться и наслаждаться тем, что входит в вашу жизнь. Итак, начинаем с вашей характеристики, и мы, конечно же, по традиции рассмотрим, что сейчас в вашей жизни, какие события вас привлекают, увлекают. Так, Луна, в чем-то вы сомневаетесь, хотите разобраться, боитесь попасть в зависимость, в ограничения, сделать ошибочный выбор. То есть жизнь как будто бы ваша меняется, шансы даются, возможности, но вы боитесь ими воспользоваться. Почему это происходит? Ну, может быть, в прошлом были какие-то неудачи, которые сейчас вас, ну, скорее всего, настораживают, скорее всего, напоминают о том, что произошло, что пошло не так и так далее, да? Так, минутку, хочу проверить, все ли ровно. Да, прекрасно. Так, а какой сферы касаемо это? Угу. У кого-то мечта Сейчас, минутку. Для кого-то это работа, то есть вы сейчас очень активно пытаетесь прорваться в сфере работы, может быть, найти новую работу, может получить возможность повышения, может быть, начать больше зарабатывать. Кто-то обучался, и вы хотите применить эти знания на практике для того, чтобы все-таки, ну, продемонстрировать то, что вы мастер своего дела, вы человек, который может решать какие-то производственные задачи. То есть тот опыт, который, может быть, вы обретали годами, знания, опыт. Кстати, кто-то может сейчас начать обучать. То есть не то, что вы обучаетесь чему-то, а вы начнете обучать людей. Так, ну что еще здесь? Ну явно здесь выход из застоя, явно здесь перемены, явно здесь к вам идут шансы. А вы знаете, между прочим, вот чтобы понять, да, на правильном ли я пути, мое ли это предназначение, все ли я делаю правильно, думаю, действую, чувствую, да, к вам начинают притягиваться какие-то возможности. Вы заводите какие-то нужные контакты, вам помогают люди, вы как будто бы получаете какую-то информацию, какие-то предложения, у вас возникают какие-то яркие идеи. Вот что значит я на правильном пути. И вот здесь по 20-му старшему аркану я вижу, что вас выводят на новый уровень. Иерофант нам говорит об этом, и звезда, есть возможность исполнить мечту. И, между прочим, даже двумя возможностями. Но вы как будто бы боитесь. Почему? Потому что раньше у вас что-то не получилось. Ну что, если с вами это проигрывается, давайте смотреть дальше. Ну, а если вы себя вообще не узнаете, у вас сейчас ничего нового. Кстати, если мы все-таки говорим об отношениях, здесь женщина видит своей целью только брак. То есть она конкретно поставила перед собой задачу: я хочу выйти замуж. Другие отношения мне не нужны. То есть про отношения здесь может быть только такая трактовка. И есть шанс, с кем-то, может быть, познакомились, но боитесь, а женится ли он, а хочет ли он семьи, а нужны ли ему такие отношения. Вот в чем ваш страх. Луна не дает вам покоя. Ну что, давайте посмотрим, чем удивит ваш декабрь. Чем же он вас удивит? Ух ты, справедливость, солнце. Но здесь не просто удивит, здесь просто перевернет вашу судьбу и заставит вас радоваться очень долго, долго, долго. Ну, удивит вас декабрь именно тем, что вы примете какое-то очень важное для себя решение и выйдете из своей зоны комфорта, и тут же получите какой-то результат. Вот прям конкретно получите какой-то результат.
удивит праздником, успехом, достижением цели. Все будет по справедливости, все, как вы задумали, все, что вы хотели. Исполнится какая-то мечта или реализуется какая-то идея, которую вы давно вынашивали. Понимаете, карта мир, да, очень часто ее рисуют еще как беременную, да. То есть смотрите, здесь конкретно говорится нам о том, что то, что вы вынашивали, то, что вы берегли, то, что вы хотели, то, чего вы ждали, наконец родится. У кого-то это те отношения, о которых вы мечтали, у кого-то это возможность заработка, у кого-то это работа. Почему я не могу сказать вам, какой именно сферы касаемо? Да потому что Солнце и справедливость у каждого свое. У кого-то важным является заработок, для кого-то любовь, для кого-то чувство. Вот подумайте сейчас в данный момент, что для вас важно. Не так, что у вас куча желаний, вы не знаете, на чем сконцентрироваться. Нет, одно. Вот вам дали исполнить одно желание. Только одно. Не 10, не 20. Выберите его. И вот именно это желание в декабре исполнится. И, кстати, исполнится очень легко и просто. Ну, давайте тогда посмотрим. Посмотрим, к чему приведет эта ситуация. Смотрите, к чему приведет. Ну, во-первых, да, тот страх, про который я вам говорю. Вот здесь обстоятельства в вашей жизни меняются очень быстро. Очень как-то активно все происходит, очень ярко. И вы понимаете, что как будто бы ваша жизнь вас подталкивает к некому успеху, о котором вы всегда мечтали. Но дело в том, что вы будете не верить. Вы не доверяете судьбе. Вот к чему приведет это событие? А к тому, что я не верю, что мне выпало такое счастье, что я могу успокоиться, что я могу больше не переживать, что я могу расслабиться, и что я могу не волноваться и не беспокоиться по поводу того, что у меня что-то не получается. Почему? Да потому что у меня все получается. Я получила то, во что вкладывалась. Я получила то, чего ждала. Но я теперь боюсь другого. А не заберут ли у меня это здесь и сейчас? Но это бывает такое, когда неожиданно на вас счастье свалилось, да, и вы начинаете очень сильно переживать из-за этого. Почему? Да потому что вы не привыкли к счастью. Здесь человек, который не привык легко что-то получать. Здесь человек, который всегда за все боролся. Здесь человек, который пытался достигать, преодолевать. Поэтому вот это вот легкое, потому что здесь по тройке кубков какая-то легкая добыча, легкая какая-то реализация, легкое исполнение желаний, оно вас просто настораживает. Ну и хорошо, и что? И что из этого? Угу. А что из этого? Если это касаемо отношений, то вы будете наблюдать за человеком и смотреть, как он будет действовать. То есть вы не будете торопить события по умеренности. Если раньше я торопилась, если от меня требовали какого-то результата, если от меня требовали ответа, прояснения ситуации, да, бывает такое, что вступая в отношения, и мужчина сразу пытается как бы от вас получить, да, решение по поводу того, в отношениях вы или не в отношениях. Но при этом человек совершенно не вкладывается. Человек совершенно не завоевывает женщину, не ухаживает за ней. То есть вот я появился, все, радуйся. В вашем случае в данный момент вы будете ставить условия, и пока вы не будете уверены в том, что он вам подходит, вы никому никакого ответа не дадите. Да и вообще вы не вступите в отношения, пока вы не начнете доверять этому мужчине. Это то, что касаемо отношений. Если все-таки здесь заработок, если все-таки здесь возможность увеличить свой капитал или продвинуться по карьерной лестнице, реализоваться по тузу мечей в своей
сфере деятельности, то имейте в виду, что вы просто-напросто начнете вкладывать все усилия в реализацию, пользоваться этими шансами и отсекать от себя негативные мысли. То есть здесь как будто бы по умеренности я успокаиваюсь и говорю, ну поживем, увидим. Пока дается, беру, а там посмотрим. Здесь человек начинает бороться со своими страхами, со своей неуверенностью или со своими опасениями. Так, смотрим дальше. Чем удивит декабрь? Какими-то неожиданными событиями. Кстати, у кого судебное разбирательство? Здесь победа в вашу сторону. Прям вы одержите правовую победу. Но дело в том, что вы как будто бы будете опасаться, не получится ли так, что там пересмотрят и изменят свое мнение. Да, вот такая ситуация. Смотрим. Ух ты, ну тут шанс выпадает. Опять у нас король Пентаклей с королем Пентаклей. Тут или знакомство с мужчиной для брака, для серьезных отношений, или же, видите, здесь у нас предложение от короля Пентаклей. Предложение может быть каким угодно. И опять у нас карта Солнца на конце колоды говорит о том, что этот человек поможет вам реализоваться или получить исполнение желания. Что дальше? Опять двойка Пентаклей. Не, вы посмотрите, а. Другая колода разговаривает совершенно одинаково. Смотрите, кто-то перед выбором будет стоять. Соглашаться, не соглашаться, надо, не надо, да? Но здесь явно от мужчины идет какое-то предложение, которое для вас будет успешным. Это во-первых. А во-вторых, это даст вам возможность от чего-то избавиться. Ну, например, если у кого-то были финансовые трудности, вы от них избавитесь. Если были проблемы с работой, вы забудете про них. Если у вас был период одиночества или недопонимания, для вас этот период заканчивается. Но это все произойдет очень неожиданно. Поэтому и удивит вас декабрь именно тем, что события будут развиваться как-то очень стремительно и прям, знаете, как снег на голову. Такое бывает, между прочим, если судьба решила, что пора бы вам уже порадоваться, пора бы вам уже быть счастливой. И она начинает, как из рога изобилия, просто на вас сыпать вот этими всеми возможностями и шансами. Вот у вас в декабре может произойти именно такая ситуация, когда просто на вас свалится все, о чем вы мечтали. Кстати, ну-ка еще. У кого-то предложение руки и сердца, для кого-то, восстановление семьи. Для кого-то это то, что вы сможете решить какую-то проблему прям, да, в личной жизни. Вот честно говорю, да, кубков нету, но зато очень много старших арканов. Когда у нас выпадает очень много старших арканов, то это прямое указание на то, что это может касаться нескольких сфер. Прям вот нескольких. По крайней мере, 2 сферы могут у вас наладиться. Это работа и заработок, или же работа, реализация или возможность найти стабильные отношения. Но здесь, видите, восстановить отношения. Как-то, вы знаете, вы как будто бы именно в декабре построите некий фундамент для будущего. Вы вот закладываете, да, прям вот именно основу, и вы четко понимаете, что так, как я ее заложу, так и будет все развиваться в будущем. Поэтому вы будете стараться, чтобы эта основа была прочной, чтобы все было обговорено, чтобы все детали были решены, чтобы было все прояснено, потому что вот в этой луне вы оставаться больше не хотите. Для вас сейчас на первом месте это ясность, и король мечей нам об этом говорит. Смотрите, как вы будете строить взаимоотношения или отношения. Королева жезлов, меня должно это устраивать, меня должно это наполнять, вызывать оптимизм, ощущение счастья, наполнять энергией. И здесь для меня все должно быть четко, ясно и понятно. Кстати, здесь кто-то может на самом деле вот именно прям в декабре очень активно вкладываться в самореализацию или в развитие собственного бизнеса. Хорошо, к чему это приведет? Туз кубков. Но я говорю, здесь у нас 2 сферы. Любовь и деньги. Любовь, стабильность. Вы себя защищаете полностью. Ну, слушайте, здесь мужчина будет очень активно прям
действовать в вашу сторону. А кто ты такой вообще? Вот все выпадает у нас тут король Пентаклей, который пытается вам что-то предложить, да? Давайте посмотрим конкретно, кто ты такой, который будет действовать, который будет четко прояснять ситуацию. Ну-ка, кто ты такой? Отшельник, он одинок. Угу. Длительное время, кстати. Вы знаете, как будто этот человек сам решил что-то изменить. Если вы в отношениях, то, скорее всего, в ваших отношениях было одиночество вдвоем. Этот мужчина, кстати, он четко осознавал, что это одиночество вдвоем, скорее всего, по его вине. То есть он не вкладывается, он не пытается ухаживать за женщиной, нет романтики, нет чувств, эмоций, да, то есть не проявляет. Может, человек полностью ушел в работу, может, полностью ушел в заработок денег, да, и женщина чувствует себя одиноко. Вот здесь вот, если вы в паре, он поймет, что нужно что-то исправлять, и он начнет очень активно действовать. Если вы такого персонажа не знаете, вы одиноки, вы встретите мужчину, который тоже ищет пару, ищет возможность построить нормальные, здоровые, успешные отношения, стабильные отношения. Почему? Потому что этот человек уже в своей жизни нагулялся, как говорится. Ну хорошо, это для отношений. Если мужчина все-таки идет для предложения, то, что он вам предложит, будет развиваться очень быстро и принесет вам буквально сразу какой-то моментальный доход. Ну, смотрите, он полностью переключит вас на позитивные мысли, на возможность радоваться. То есть, смотрите, вот ваши мечты, фантазии, вы о чем-то мечтали, чем-то соблазнялись, а что-то хотели, да, а не получилось. То ли денег не хватали, то ли возможности не было, то ли вообще никого не было для того, чтобы, ну, например, вступить в пару. Кто-то уже не верил или не доверяет. Вот здесь вот в этом раскладе, да, вот кому в первую очередь подойдет этот расклад. У кого нет доверия в то, что судьба пошлет вам счастье. То есть человек как будто бы уже руки опустил, разочаровался, вот есть какая-то апатия, да, уже говорит, ну ладно, там в личной жизни не ладится, переключусь на работу, в работе тоже какие-то проблемы, все нескончаемо. И человек уже смирился и говорит, наверное, моя жизнь – борьба. Вот здесь вот именно такое. Но нет. Оказывается, нет. Здесь как будто бы меняется обстоятельства, и вы понимаете, что жизнь – это не борьба, а наслаждение, удовлетворение. Это то, что принесет вам счастье, это то, что принесет вам возможности. И я говорю, здесь две сферы точно изменятся в декабре. Уже в декабре вы получите шанс. Туз кубков, туз пентаклей говорит о том, что, во-первых, у кого-то это обрести финансовую независимость, у кого-то решить финансовые вопросы, найти работу, а у кого-то также и встретить свою любовь. Ну хорошо. К чему приведет связь все-таки с королем Пентакля? Самое главное, что он свободен, если вы ищете отношения. Тройка жезлов к новому. Угу. Угу. А вы знаете, вы от своих страхов избавитесь. Смотрите, к чему приведет эта связь. Если это касаемо отношений, говорите о том, что вас тревожит. Почему? Потому что этот человек, он на самом деле понимает, что у женщины может быть негативный опыт, который ее пугает. И он будет делать все возможное, чтобы вам помочь и исправить эту ситуацию. И, между прочим, очень правильными, активными действиями. Эти отношения могут привести вас к браку. Эти отношения, это взаимодействие может привести вас к тому, что вы сохраните семью. А если вы создаете совместный бизнес, и это ваш бизнес-партнер, например, да, то имейте в виду, он вам будет очень сильно помогать для того, чтобы вы не боялись совершить ошибку и избежали, может быть, столкновения с какими-то проблемами. То есть человек прям протягивает вам руку помощи. Ну хорошо, все. Как завершится для вас декабрь? Все-таки, как же он для вас завершится? Как завершится для вас декабрь? С праздником. Будете прям праздновать. Праздновать, наслаждаться здесь.
У кого-то любовь, у кого-то наслаждение, у кого-то любимый человек, которого вы все-таки примете в свою жизнь. Ну, а для кого-то просто праздник в жизни, когда вы понимаете, что какие-то кризисные моменты ушли из вашей жизни, какое-то бездействие в вашу сторону прекратилось, какие-то ограничения. Да, но здесь очень много кубков, вы будете довольны. Вы будете довольны, вы будете наслаждаться эмоциями, вы будете на самом деле понимать, что наконец мои мечты исполнятся. То есть здесь вы четко будете наполнены счастьем и оптимизмом. Ну, на этом мы будем заканчивать. Уж очень красивый расклад, уж очень яркий. Я хочу, чтобы он проигрался со всеми вами, поэтому пишите «принимаю», чтобы эти события произошли в вашей жизни. Удачи, а мы увидимся в новых эфирах. Пока-пока.